Этот набор Лего я купил всего за 3000 рублей, хотя обычно стоит он около 20 тысяч. В чем же подвох? Да все просто, это не Лего. Это китайская копия с гордым названием Technique. Но внешне она полностью повторяет оригинальный Lego Land Rover Defender 42110. Те же детали, те же цвета, та же инженерная начинка. Но может ли набор стоить в 7 раз дешевле и при этом быть таким же качественным? Сейчас разберемся. Меня зовут Никита, вы на канале Балка и Кубик, и сегодня у нас честный обзор китайского Lego Land Rover. Погнали! Приезжает этот набор в огромной коробке с надписью Technique. Китайцы, видимо, решили добавить французского шарма. Неудивительно, что коробка такая большая, ведь внутри более 2500 деталей. При этом внешне модель ничем не напоминает набор, где их так много. Сравните хотя бы с Porsche 911 RSR. Она больше по размеру, хотя деталей здесь всего 1630. Вся магия скрыта внутри. Если снять кузов, открывается настоящая инженерная жемчужина от дизайнеров Lego. Сложная коробка передач и механизмы, которые делают модель максимально реалистичной. Здесь расположена 4-скоростная трансмиссия с понижающей и повышающей передачами и задним ходом. За переключение автомат, нейтраль, реверс отвечает вот этот рычаг. Рядом с ним рычаг выбора между понижайкой и повышайкой. А вот эта крутилка заведует переключением передач внутри автомата. С 1 по 4 передачи. В этой конструкции очень много шестеренок, которые двигаются одновременно. По крайней мере, так должно быть, но об этом позже. Кстати, если вам интересно подробно посмотреть, как выглядит этот набор до сборки и во время сборки, у меня есть отдельные видео с распаковкой и сборкой. И чтобы было удобнее, они собраны в один плейлист на канале. Ссылка будет в описании под видео и закрепленном комментарии. Можете потом посмотреть. И лайк не забудьте поставить, раз все равно туда пойдете. Это очень важно для продвижения этого видео. А сейчас о том, что действительно приятно работает. Колеса здесь поворачиваются как от руля в салоне, так и сверху через специальную шестеренку на крыше. Капот открывается, и под ним мы видим двигатель с подвижными поршнями, которые должны работать при вращении колес. В передней части подкапотного пространства находится рычаг управления лебедкой. Нажимаем на него и вытягиваем трос с крюком. Зацепляем за что-нибудь и подтягиваем машину вот этой шестеренкой. Ну а если надо смотать лебедку обратно, нажимаем на рычаг и быстро крутим ту же шестерню. За капотом начинается кузов, и тут нас первыми встречают двери. Они открываются и показывают красивые аккуратные сиденья. Багажник тоже открывается, но не просто так. Его нужно разблокировать поворотом запасного колеса. Выглядит это продуманно и приятно. Правда, сам багажник не захлопывается, надо также покрутить колесо и закрыть его. С левой стороны кузова за водительской дверью находится раскладная лестница на крышу. С противоположной стороны есть фирменный багажный бокс Land Rover. А на крыше короб для снаряжения и противобуксовочные траки. Правда, почему-то плоские и гладкие. По ним машина будет скорее скользить, чем выбираться. Но все это сильные стороны оригинального набора Lego. Но мы-то говорим о копии. И вот тут начинается самое интересное. Начнем, так и быть, с хорошего. Все кузовные механизмы в целом работают. Что должно открываться, открывается. Что крутится, крутится. Подвеска спустя год после сборки не просела и по-прежнему нормально отрабатывает при нажатии. Модель приятно катится по поверхности без клинов и зацепов. А уж на полке выглядит вообще классно, ее не отличить от оригинала. Но главная фишка набора от Lego — сложная трансмиссия — у китайской версии практически не работает. Переключатель автомат, нейтраль, реверс у меня не включается. Передача вращения до двигателя не доходит. Поршни стоят на месте. В общем, вся инженерия остается только в теории. Судя по всему, проблема в неточных размерах деталей и бракованных соединениях внутри механизма. Где-то деталь слишком толстая, где-то тоньше нормы, и все, передача блокируется. Я думаю, что можно все это, конечно, пересобрать, усилив соединение деталей, но, учитывая очень долгую сборку, мне вот этим заниматься совсем не хочется. Помимо проблем с трансмиссией, у меня в наборе попалась недолитая деталь в области багажника. Вот здесь, вот видите, труба не доходит до оси. А еще некоторые элементы светло-серого цвета плохо держатся. Оси там вставляются с большим люфтом и могут легко вылетать. Также нашлась деталь, которая отличается от оригинала. У Lego диски Land Rover широкие и цельнолитые.
А в копии используются обычные леговские колеса, на которые надеты колпаки с профилем колес Defender. Ну и как почти в каждом китайском наборе техник, где есть крестовины кардана, они будут в разобранном состоянии. Вам придется их собирать из 3 кусочков. Посмотрите мое видео со сборкой, там я на этом подробно останавливался. Ну что, подведем итог. Внешний вид отличный. Собирать этот набор вполне приятно и долго. Сможете занять себя на несколько вечеров. На полке он смотрится как настоящий леговский Defender. И если вам нужна именно красивая модель для коллекции, а не полноценная функциональная техника, то за 3000 рублей, ну, вполне себе. Но если хочется поиграть с настоящей инженерией от Lego, лучше ловить скидки на оригинал. Иногда цена на него опускается до 15-16 тысяч рублей, и тогда уже можно подумать над покупкой. Пишите в комментариях, что думаете по поводу этого набора, ставьте лайк этому видео, заглядывайте в плейлист по этому набору, ссылка на него в описании и закрепленном комментарии. Ну а мы с вами скоро увидимся на канале Балка и Кубик. Пока!